Привет, меня зовут Миша. Возможно, вы так же, как и я, задумались над тем, как бы мне путешествовать подольше, или на тему миграции. Возможно, вы даже разговаривали на эту тему со своими друзьями, знакомыми или даже родителями. И, возможно, как и я, слышали одну дурацкую фразу «Да кому ты там нужен?». Кажется, я нашел ответ. Стоп! Хочу вас сразу предупредить. Выбирайте автобус только в крайнем случае. Лучше заранее купить билеты на самолет. Билеты, возможно, выйдут так же или даже дешевле. Нас везли в Грузию вместо 1,5 дня, как обещано, ровно 2 дня. 2 ужасных дня под душный шансончик. Ну а пешая граница — это просто одище полный. Я предупредил. Продолжаем. Волонтерство, друзья мои, возможно, это именно то, что вам нужно. Сейчас мы находимся в Грузии, край Гурия, деревня Цителнта. Чем могут быть вам полезны мои видео? Если вы задумались на тему миграции, это отличный способ прощупать страну изнутри, узнать, подходит она вам или нет. Если вы нуждаетесь в практике английского языка, ну или любого, в принципе, другого языка на ваш вкус, волонтерство идеально для этого подходит. Если вы хотите подчеркнуть каких-то идей для бизнеса, узнать, как он устроен изнутри. Вот, например, сейчас мы находимся в гостевом доме. Вот это гостевые домики. Вот, можно узнать, как устроен гостевой дом. А практически каждый хост — это какой-нибудь бизнес, где ты кому-нибудь помогаешь. Если вы хотите узнать, как дешево путешествовать, ну или просто хотите узнать, где и как перекантоваться, если не хотите участвовать во всяких геополитических приколах вашей страны. Мы здесь волонтерим уже 1 месяц и можем сказать с полной уверенностью, что идея оправдала себя на 100%. Даже побывав всего одного хоста, у нас появились идеи по какому-то своему делу, по покупке недвижимости, по строительству собственного дома. Мы узнали, как в таких теплых странах строят дома. Это прям очень интересно и очень сильно отличается от России. Узнали о ценах на землю, на дома в разных регионах. Узнали про свои какие-то приколы с климатом, где лучше, наверное, не брать, либо брать, но, короче, все это тоже мы расскажем. Где смотреть объявления, где покупать материалы, все это тоже мы узнали. Это очень интересно, очень сильно отличается от России. В общем, я думаю, самое время посмотреть наш первый хост. Грузия. Так какую работу предстоит выполнять в этом хосте? Я бы сказал, что разнообразно. Какие-то дни нам давали работу очень простую, но на улице. Здесь строится дом для молодой семьи, состоящий из 7 человек, прямо на территории этого гостевого дома. Так как это край Гурия, здесь довольно высокая влажность, и поэтому в стену засыпается смесь из опилок, цемента и лимонного порошка. Кстати, та шерсть, которую Юля перебирала, это утеплитель. Выглядит, я бы сказал, традиционно, ну или как минимум экологично. Мы работаем 5 дней в неделю по 5 часов.
Работа очень легкая, работу дают по силам. Никто от вас не ждет отдачи, как от полноценного работника. Делать раствор из опилок с цементом, конечно, весело, но мы старались с Юлей лезть в более профессиональную работу, так как имеем в этом опыт. Самый кайф этого хоста – это еда. Она разнообразная, ее очень много, и она просто охренеть какая вкусная. Вообще в какие-то моменты кажется, как будто ты просто попал снова в лагерь детский, но при этом для взрослых. Вы даже не представляете, насколько я много отснял утренних пейзажей. Позвольте, я их хоть куда-нибудь использую, а то 200 гигабайт никуда. После работы мы можем заниматься чем захотим. В какие-то дни мы просто чилили, какие-то дни мы собирались с другими волонтерами, там, не знаю, попить пивка возле костра, каштаны пожарить. Нас одна пара из Швейцарии научила. В общем, я бы сказал, очень много общения, ну и, соответственно, очень много практики английского языка. Каждый человек, которого мы встречали, волонтер это или хозяин хоста, это очень интересные люди. Каждый несет какой-то уникальный багаж. В случае волонтеров интересные истории, причины, по которым они поехали путешествовать. Все эти иностранные ребята, которых мы встретили, с которыми общались, для нас, русских людей, кажутся на первый взгляд просто какими-то улыбашками, но на деле это довольно-таки интересные личности, с которыми есть о чем поговорить. Не все, конечно, но большая часть. Кто-то нас научил жарить каштаны, как я уже говорил. С кем-то просто очень классно пообщаться. Я помню чел, который там вырезал по дереву. Другим мы здорово попели под гитару. Парень из Сингапура, который внезапно знает песню «Катюша». Приходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Или вот, например, один парень из Германии сказал, что он в цирке работал, вернулся с вот этими всеми приблудами для фаер-шоу и устроил красоту. В
выходные полностью наши. Так как это гостевой дом, здесь останавливаются туристы, и если с ними заболтаться, забазариться, что, собственно, и сделала Юля, то можно уехать до каких-нибудь достопримечательностей, которых, в принципе, много, но в нашем случае это была гора Гомес-Мта. Наверху самой горы нам не очень понравилось, ну, гора и гора, горы мы видели, а вот к ней дорога, вот этот серпантин нам очень сильно понравился. Вот это я понимаю, вот это красотка. Я учусь не реагировать на долбоёбов, которые считают, что как прикольно бибикать по людям, которые стоят вот так вот возле обрыва. Я не собираюсь их подвозить, я просто хочу им бибикнуть, чтобы они знали, какой я хороший бибикун. Находясь в хосте, также есть возможность поехать куда-нибудь на несколько дней. Не обязательно ждать выходных, все это согласуется с хозяином хоста. Все, в общем, по договоренности. Мы выбирали хост таким образом, чтобы была возможность смотаться в Батуми и там погулять. Вот и подошло к концу наше пребывание в этом замечательном хосте. Мы показали вам лишь малую часть того, что нам удалось пережить. Не бойтесь, пробуйте себя, путешествуйте и живите в тех странах, в которых хотите вы. С вами был Михаил И Юля. До новых встреч, а нас ждет следующий хост. Поехали. Go, my girl! Michaele Kale Lieb, Jen Kale, Oele mit Jen Kilo Kale Op, Kijin Kale Kop. Okay. It's hard, right? With my mom. Mom, hi. Hello. Привет. И ты хочешь, да? Ой, как... Итак, мы будем, мама, жить здесь. Если ты смотришь это видео, то знай, на что я променяла свою работу